Здравствуйте! Здесь мы ознакомим вас с возможностями синтезатора Yamaha PSR E433, одновременно показывая, как им пользоваться. Используя многолетний опыт создания профессиональных клавишных инструментов, получивших мировую известность, специалисты компании Yamaha позаботились о том, чтобы вы получили максимум удовольствия от игры на этом музыкальном инструменте. Подключение. На задней панели инструмента расположены разъемы для подключений. Подключаем блок питания. Инструмент также может работать и от батареек. К разъему наушники можно подключить наушники или внешнюю акустическую систему с собственным усилителем. При этом динамики инструмента отключаются. К разъему Sustain можно подключить педаль Sustain для реализации функции продления звучания, аналогичной правой педали фортепиано. К разъему USB to Device можно подключить флеш-память USB. К разъему USB to Host можно подключить компьютер. Включаем инструмент. При каждом включении синтезатор всегда будет играть звуком фортепиано. Основные режимы. Здесь находятся 4 кнопки выбора основных режимов синтезатора: Voice – тембры, Style – стили, Song – композиции и Pattern – паттерны. Тембры. Чтобы просто играть любым звуком, нажимаем кнопку Voice. В синтезаторе более 700 тембров различных музыкальных инструментов, и для удобства поиска они собраны в группы по категориям: фортепиано, органы, аккордеоны, гитары и так далее. Выбрать нужный тембр довольно просто. При помощи колеса, кнопками плюс-минус, цифровыми кнопками. Кнопками категории можно моментально перейти к другой категории тембров. Наложение тембров. Выбираем тембр. Нажимаем кнопку Dual. К любому выбранному тембру добавляется другой тембр. Например, вместе с фортепиано звучат скрипки. Также можно самостоятельно подбирать любую комбинацию тембров. Деление клавиатуры на две зоны. Выбираем тембр. Нажимаем кнопку Split. Включается деление клавиатуры на две зоны для правой и левой руки. Здесь тоже все необходимые параметры можно настроить самостоятельно. Функция Arpeggio. Выбираем тембр. Нажимаем Arpeggio. Нажимаем несколько клавиш, воспроизводятся различные фразы в зависимости от выбранного тембра. Также можно самостоятельно изменить тип фраз Arpeggio. Назначаемые контроллеры. С помощью контроллеров можно менять окраску тембров или величину эффектов.
Последовательно нажимая кнопку, мы меняем назначение контроллеров. Это отображается на дисплее соответствующими цифрами. Чтобы просто играть звуком рояля на всей клавиатуре и при этом сбросить все настройки, нужно нажать кнопку «Рояль». Режим «Стиль». Нажимаем «Стиль». Выбираем стиль аккомпанемента тем же способом, что и тембры. Нажимаем кнопку включения автоаккомпанемента. При этом левая часть клавиатуры до клавиши Фа диез становится зоной автоаккомпанемента и служит только для задания аккордов. Нажимаем кнопку Synchro Start для синхронного запуска аккомпанемента. Левой рукой играем аккорды, правой рукой играем мелодию. Нажимаем «Стоп». Чтобы начать с партии ударных, нажимаем «Старт». Затем начинаем играть аккорды в левой части клавиатуры. Во время исполнения можно менять варианты аккомпанемента кнопкой Main для перехода от варианта аккомпанемента А к варианту Б, или нажать ее еще раз для перехода от варианта Б к варианту А. Для автоматического вступления нажимаем Synchro Start. Затем кнопку вступления окончания. Нажимаем Main для выбора варианта А или Б. Играем аккорд в левой части клавиатуры. Начинается воспроизведение. С помощью кнопок Track Control можно выключать любые дорожки аккомпанемента. Для автоматического окончания во время исполнения нажимаем кнопку вступления окончания. По завершении фразы окончания воспроизведение стиля остановится.
При нажатии кнопки Synchro-Stop стиль воспроизводится только при удержании аккордов. При отпускании воспроизведение останавливается. Можно играть аккордами в левой части, не используя аккомпанемент. Для этого нажимаем «Стиль», нажимаем кнопку включения автоаккомпанемента, играем аккордами. Музыкальная база данных. Эта функция позволяет быстро подобрать тембр и стиль, наиболее подходящие к вашему произведению. Нажимаем Music Database. Автоматически включается режим аккомпанемента и Synchro-Start. Выбираем, играем и подбираем подходящий стиль и тембр. Регистрационная память. Все необходимые настройки панели можно сохранить в 32 ячейках памяти, 8 банков по 4 настройки. Выбираем необходимые настройки, например, стиль, темп, тембр, режим наложения. Выбираем банк. Удерживая кнопку «Банк», нажимаем на одну из 4 кнопок, записываем настройки в выбранную ячейку. Чтобы вернуть настройки, выбираем банк, нажимаем нужную кнопку. Режим паттернов. Здесь вы можете воспроизводить музыкальные фразы и управлять ими как диджей. Нажимаем кнопку «Паттерн». Нажимаем «Старт» или любую клавишу слева от точки деления клавиатуры. Можно управлять музыкальными фразами следующим образом. Меняем фрагменты паттерна с помощью кнопок. Меняем тональность паттерна, нажимая клавиши слева. Включаем или выключаем отдельные дорожки кнопками Track Control.
Изменяем звучание с помощью контроллеров. Для этого нужно выбрать назначение 4 – фильтр стиля. Также можно использовать функцию арпеджио для правой руки. Режим композиций. Нажимаем кнопку Song. Выбираем композицию. Нажимаем Старт. Для остановки нажимаем Стоп. Можно воспроизводить встроенные композиции или собственные, созданные при помощи функции записи, или композиции, загруженные с компьютера, или воспроизводить непосредственно с флеш-USB. Для воспроизведения демонстрационных композиций нажимаем «Демо». Для остановки также нажимаем «Демо». Метроном. Чтобы запустить метроном, нажимаем кнопку «Метроном». Чтобы установить темп метронома, нужно нажать кнопку «Tab», чтобы значение темпа отобразилось на дисплее. Затем кнопками минус, плюс или вращением колеса или с помощью цифровых кнопок устанавливаем темп. Для остановки нажимаем кнопку «Метроном». Также можно настроить громкость метронома и тактовый размер. Изменение темпа стиля, паттерна или композиции. Нажимаем кнопку Tab. Устанавливаем темп кнопками или колесом. Также можно запустить воспроизведение стиля, паттерна или композиции, несколько раз нажав на кнопку Tab в нужном темпе. Быстрая запись собственного исполнения. Для записи мелодии нажимаем Voice. Выбираем тембр. Затем нажимаем Song. Затем кнопку Запись. Начинаем играть, начинается запись. Нажимаем «Стоп». Для воспроизведения нажимаем «Старт». Для записи исполнения с аккомпанементом нажимаем «Стиль». Затем включение аккомпанемента. Выбираем «Стиль». Нажимаем кнопку «Запись». Начинаем играть, начинается запись. Нажимаем «Стоп». Для воспроизведения нажимаем «Старт». Также имеется возможность записи на 6 дорожек, стирания дорожек, сохранения записанного на флеш USB. Воспроизведение MIDI-композиций с флеш-памяти USB. Вставляем флеш USB с записанными MIDI-файлами в разъем на задней панели. Когда устройство будет определено, это отобразится на дисплее символом USB. Нажимаем кнопку Song.
Начиная с номера 111 или категории Flash Memory USB, выбираем композицию. Нажимаем «Старт». И еще об одной полезной функции. Если вы еще не освоили инструмент и случайно что-то настроили не так в режиме функции, всегда можно вернуть заводские настройки. Для этого нужно, удерживая нажатой правую крайнюю клавишу, включить питание. В инструменте также есть функции уроков, словарь аккордов и множество других полезных функций и настроек. О них мы расскажем отдельно.